конец доллара и других валют в России. У России будет дефолт. Макдональдс, Starbucks, Кока-кола. А кто зарплату платить? А кто налоги в бюджет платить? В России будет полный развал. Народ взбунтуется, все пропало. Ты пользуй лун, чтобы не загореться заживо в этом аду. И снова здравствуйте. Добрый день опять говорить не буду. Глобальный исход продолжается. Это все принимает какой-то вид глобальной эвакуации. Все уезжают. Иностранцы закрывают склады, офисы, магазины, производство. Правительство отчаянно пытается препятствовать этому, вводя законы и новые нормы. Расскажу об этом. И прежде чем я начну этот выпуск, обязательно прямо сейчас подпишись на мои каналы. Каждый выпуск на YouTube может стать реально последним. Итак, каналы в Телеграме, каналы в Яндекс.Дзене, ну и канал, конечно же, на Рутюбе. Там уже 2000 человек подписались, а Рутюб все еще модерирует мои видео. Подпишись прямо сейчас, а мы начинаем. Самая главная новость на сегодня для простых людей – это конец доллара и других валют в России. Все. Если у вас уже есть доллары на счету, окей, вам выдадут не больше 10 тысяч долларов с вашего счета, да, остальное выдадут рублями. Купить доллары вы не можете, евро и так далее тоже не можете. Правительство позаботилось о вашей голове, чтобы ваша голова не была загружена вот этой вот ерундой, покупать доллар там и так далее. Итак, я сейчас прочитаю, чего нам больше нельзя, а вы пока кайфанете. Покупать валюту в кассах банка и обменников нельзя. Вывозить из страны больше 10 тысяч долларов наличной валюты нельзя. Перечислять другим людям за рубеж больше 5 тысяч долларов в месяц нельзя. Без специального разрешения давать взаймы в рублях и продавать и покупать ценные бумаги и недвижимость у граждан и компаний государств, которые ввели санкции против России, нельзя. Я устал читать, список очень длинный, я оставлю его в описании. Кто хочет, посмотрите. Сразу скажу, это вроде как временный список, чего нельзя, поэтому он либо… Мне даже смешно, потому что все временное становится потом постоянно. В общем, это до 9 сентября вот это вот нельзя. То есть либо они отменятся к 9 сентября, да, ну, либо все временное станет уже постоянным. Кстати, как ты думаешь, станет это, вот эти вот ограничения постоянным? Напиши мне в комментарии. Самая бесполезная новость теперь это курс валюты, которую купить нельзя. Я не знаю, для кого это теперь интересно. Тем не менее, курс доллара сейчас на Мосбирже 113 рублей, а курс евро 127 рублей. Ну, куда это что применить, я не знаю. Поэтому, ну, по привычке вот это. Какой там курс доллара? Вот такой. Вот и все. Вот, понимаете, привычки рулят. Это привычки наши автоматизмы. Надо изживать это вот потихонечку. В общем, следить теперь за курсом доллара и евро — это очень глупая затея. Поэтому выкиньте это из головы вообще. Просто смотрите на ценники в магазинах. Если они будут вот так вот расти, значит курсы растут. Все. Зачем вам эта лишняя информация в голове? Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физлиц. Теперь ты можешь без налога 20% купить золотишко. Вот. Я взял и подкупил золотишко немного, да, на всякий случай. Я не верю в эту всю игру, но знаете, когда деньги совсем вдруг отменят, вот если так будет, да, то у меня будет возможность за хлеб заплатить 20-граммовыми слитками золота. Вот. Если ты тоже подкупил золотишко, напиши мне в комментарии. Fitch присвоил России суверенный рейтинг «Дефолт неизбежен». Что такое Fitch? Это международное рейтинговое агентство. На него, в частности, ориентируются там биржи, инвесторы и все, принимая те или иные инвестиционные решения. Что значит Fitch присвоил России суверенный рейтинг «Дефолт неизбежен»? Ну, это означает, что весь мир делает ставки против России. Ну, чтобы у России будет дефолт, будет полная безоговорочная жопа. Знаете, что такое самосбывающееся пророчество? Это когда очень много людей, у которых есть влиятельность, ресурсы, ну и все такое, да, договариваются между собой, что Россия то в России будет не потому, что неизбежен, а потому что очень многие люди заинтересованы, чтобы в России случился. Поэтому, когда Fitch присвоил России суверенный рейтинг «Дефолт неизбежен», ребят, дефолт приближается, это точно. А потом предыдущая новость по поводу «прикупи золотишко» выглядит достаточно привлекательной.
На сайтах виртуальных знакомств полный обвал, ребята. Bumble, Baidu, там, Fritz или как это все называется, я не знаю. Короче, они все закрылись, теперь нельзя знакомиться, ребят. Только Tinder один остался. Пока в Тиндере можно познакомиться. Поэтому если вы еще испытываете страсть, жажду расширить свои беспорядочные половые связи, пожалуйста, воспользуйтесь Тиндером, он пока работает. Потому что потом, возможно, вам придется быть только в рамках тех связей, которые у вас уже есть. А вдруг они уже вас не устраивают, не удовлетворяют, и тогда что? Понятно, да? Используйте, пожалуйста, этот момент. Глобальная эвакуация. Целый ряд крупных международных компаний сегодня поставили на паузу бизнес в России. Макдональдс сообщил о закрытии 850 своих ресторанов в России. Starbucks все, полностью останавливает работу, теперь ни кофе попить в Starbucks, ни зерна купить, ни тогда. PepsiCo приостанавливает продажу напитков в России. Все, ребята, что происходит вообще? Coca-Cola. Как я буду без Пепси и колы? Вы чего? Хайникен приостанавливает производство и реализацию пива под брендом Хайникен, но все заводы продолжают работать. Разберемся с этим. Так, Unilever приостанавливает поставки продукции в РФ, да, но оставит на рынке товары, произведенные в России. Главное, чтобы вот этот шампунь, который вот я использую, чтобы он был, а то придется на черном рынке его где-то заказывать и так далее. На самом деле страха очень много. Что такое? Рабочие места. Ведь на этих всех заводах работают люди российские. Только в Макдональдсе 62 тысячи людей из России работают. Что такое приостановить? А кто зарплату платить? А кто налоги в бюджет платить? Вы чего? Starbucks — это 2000 сотрудников. PepsiCo — 20 тысяч сотрудников. Давайте разберемся вместе. Значит, первое. Значит, все эти заявления, которые делают иностранные компании, это такие информационные вбросы. Они обязаны сделать такие заявления, иначе их страны, где у них основные headquarters, офисы, да, их нагнут. Поэтому они забрасывают такие заявления, выполняя предписания регулятора там, где у них головной офис. Это раз. Вы должны это понимать. Поэтому заявления выглядят как очень жесткие. Все, там разрыв, там ухожу навсегда, посуду бью, там и так далее. Например, Unilever пишет: приостановит поставки продукции в РФ, это, наверное, импортную, да, но оставит на рынке товары, произведенные в России, на российских заводах. То есть российские заводы продолжат работать, рабочие места и все такое, налоги и так далее. Грубо говоря, приостановка не означает, что все закрылись и ушли. Но, например, есть и компании, которые реально закрывают свои магазины, склады, офисы, просто полностью останавливают, и эти компании тогда собираются платить 2/3 ставки от зарплаты людям за время вынужденного простоя, как по закону. Конечно же, бизнес сейчас дезориентирован. Бизнес попал в вот эту вот дихотомию. То есть, что ему делать? С другой стороны, правители шлют такие разнородные сигналы. Например, президент Франции сказал: вы там не торопитесь уходить. То есть, бизнесу что делать? Так уходить или не уходить? Что делать-то? Я вам хочу рассказать про действия правительства. Были рассмотрены 3 способа реагирования на уход западных компаний из России. 3. Мягкий, средний и жесткий. В случае того, что компания просто приостановит деятельность, отправит там в отпуск и сохраняет шансы начать и так далее, это мягкий сценарий, это бизнес разобрался, потом вышел и опять все началось как прежде, это мягкий сценарий, ничего там особого нет. Средний сценарий — это передача в траст предприятия западной компании. Что значит траст? То есть, хорошо, если ты хочешь выполнить предписание регулятора своего, правительства, французского, немецкого, американского, окей, ты передаешь свои российские предприятия некой специализированной компании в управление, то есть формально ты выполняешь предписание своего регулятора, да? Но эта компания, которой ты передал управление, управляет этой российской частью твоего бизнеса как отдельной компанией. Понятно, да? Это средний сценарий. И сценарий жесткий. Кто не пойдет на мягкий и не восстановит потом в результате деятельности, или кто откажется реализовывать этот второй сценарий, средний, того ждет, скорее всего, третий сценарий. Что такое третий сценарий? Это
объявление предприятия, прекратившего свою деятельность, как предприятие, где налицо признаки преднамеренного банкротства. То есть вот остановка предприятия на пустом месте, да, вот. Раньше это предприятие платило налоги в бюджет, давало рабочие места, люди получали зарплату, опять же платили налоги в соцбюджет и так далее. И тут вдруг раз оно встает. Суд рассматривает это дело, выносит решение о преднамеренном банкротстве, банкротит этот завод, продает активы другой компании, и другая компания восстанавливает производство на этом предприятии. Жесткий сценарий, сразу скажу, я как бизнесмен знаю, что если пойти по такому сценарию, то 9 из 10 компаний не всплывут, то есть не восстановят свою деятельность. Мне все это очень неприятно, но я, попадая вот в эти инфраструктурные капканы, я так скажу, чтобы выжить, чтобы вода питьевая была, да, и чтобы не сдохнуть от удушья, там, от голода или от жажды, нужно делать такие вещи. Хотя они очень неприятные, я считаю, они разрушают весь вот этот инвестиционный климат, предпринимательский климат. И, конечно, они ввергают нас вот в это вот общее мракобесие. И от этого мне очень неприятно. Сейчас будет не то чтобы новость, но очень интересное исследование, на которое я наткнулся и хочу с вами поделиться. Это был пост Валерия Федорова, главы ВЦИОМ, который рассказывал о своем видении, по ком звонит колокол. То есть кто пострадает в этом кризисе наиболее сильно. Итак, высший класс, это 0,5% населения, может быть даже меньше. Глобус Гурме, личные повара, Бентли, там, Куршавель, отдыхаем. Влияние санкций будет среднее. Потому что, капитализация компании упадет, там, активов меньше будет, среднее. То есть, будет, вот среднее. Потому что есть очень много компенсаторных факторов, там, вид на жительство где-то, второй паспорт, они могут там перемещаться по миру, там, и так далее. Верхний, средний класс, 4,5% населения. Да, они тоже ходят в дорогие магазины, у них есть там машины импортные и так далее. Они отдыхали в экзотических странах каких-то, да. И, конечно же, их очень сильно затронет все, что сейчас есть, потому что инфляция, удорожание импорта, они очень сильно сидели на импортных товарах, очень больно будет ударять по ним. Они в основном сейчас задают во всех соцсетях вот этот вот фон, все пропало. Вот это 4,5% населения, да. Средний класс, это где-то 15% населения, тоже ходят в средние магазины, все нормально, там в Египте, в Турции отдыхают каждый год, там на Кавказе и так далее. И, конечно, очень сильное влияние, их очень сильно затронет, и прежде всего перспектива продвижения по росту доходов, продвижения по социальной лестнице, она уходит. В связи с этим будет очень резкая угроза снижения вот этих вот доходов. Нижний и средний класс, 30% населения. Дешевые магазины относительно, Ашан, Пятерочка, Магнит и так далее, доходы в рублях. Значит, в Египте, в Турции бывают, раз в 5 лет, например, или раз в 3 года. Влияние санкций будет среднее, да, потому что инфляция, экономический кризис будет на них влиять, но машины у них рублевые, лады там какие-то и так далее, то есть, вот среднее влияние, 30% такого населения. Нижний класс, 40% населения. Все питание домашнее, сад, огород, 6 соток там и так далее, да. Микрокредиты, займы до получки, там, займы у друзей там какие-то, да. Влияние санкций низкое. Слабо связанный с импортом уровень потребления. Ничего практически импортного нет. А все отечественное, это сад, огород, влияние санкций будет, какое? Все импорта замещено уже. И андеркласс, так называемый, который называет Федоров, значит, 10% населения, это кто за чертой бедности, кому мне всегда хочется вот лично тоже помогать, какие-то там благотворительные там раздачи еды и так далее, неустойчивые доходы, жить впроголодь. Влияние санкций отсутствует. И называется, жили так, и что поменялось? Вот так и будет. Таким образом, на 80% населения России влияние санкций будет незначительное. На 20% очень значительное. Я вам так скажу, что западные товарищи, которые, коллективный Запад пытается оказать давление на Россию, то, что я вижу, они, конечно же, уверены в том, что, ввергнув страну в экономическое вот это сложное положение, да, то народ взбунтуется и пойдет свергать правительство и так далее. Я думаю, это ошибочное
такое представление. Дело вот в чем, что в период вот таких вот дел и национальная гордость, наоборот, становится сплачивающим характером, а экономические трудности, ну я же вам сказал, на 80% населения, согласно вот науке, согласно ВЦИОМу, влияние этих всех санкций, оно очень низкое. Вот. Поэтому можно ли экономически задушить страну, в которой 30% туалетов — это дырка на улице? Думайте сами, это вопрос вам. Можно ли напугать закрытием границ страну, в которой 80% населения вообще никуда никогда не ездили? Можно ли? Это вопрос вам, думайте. Можно ли напугать экономическими какими-то трудностями страну, которая прожила 90-е годы, когда был просто полный развал? Это вопрос вам, думайте. Напишите мне, кстати, в комментарии. И еще хочу очень предостеречь тех, кто сейчас думает: ага, вот те, на кого очень сильно повлияет это, да, вот, ага, такое злорадство. Тоже скажу следующее. Друзья мои, вот эти люди создают рабочие места. Они создают, они владеют этими компаниями, где кто-то работает. Поэтому, слушайте, ну да, они пострадают, они съежатся, они создадут меньше рабочих мест. И это еще больнее ударит по всем нас. То есть на самом деле вот главное нам сейчас не впадать в такой заворот кишок, такую, знаете, сокращающуюся воронку собственных маневров, да. Конечно же, мы как пауки в банках можем удавить друг друга, радуясь собственной беде. Только переход к созиданию вернет к нам возможность работать над качеством нашей жизни. Пребывание вот в этом состоянии, как сейчас, информационно-экономическое такое противостояние, приведет к гражданским войнам, к насилию, к убийству. И я очень не хочу 17-й год, чтобы вернулся. Поэтому, ребята, ноги в руки, переходим к созиданию. И тот, кто сейчас чувствует меня, слышит меня, да, вот ощущает меня, напиши мне в комментарии, ну, присоединись ко мне, просто напиши какой-то. Да, Игорь, давай переходить к созиданию, напиши, мне очень нужен твой комментарий. Напоследок вам хочу сказать, давайте приумножать хорошее вместе, тогда плохому места просто не останется. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум, чтобы не загореться заживо в этом аду.